Добрый вечер. 20 часов сейчас в Москве. Это программа «Полный альбац». Как всегда, в понедельник мы выходим в прямом эфире. И сегодня мы говорим о, наверное, главном событии на постсоветском пространстве, на пространстве, в том числе и Восточной Европы. Это выборы в Грузии. 89 мест из 150 на выборах получила правящая грузинская мечта, партия грузинская мечта. Это не конституционное большинство, как она хотела получить, но это большинство, и это позволяет партии грузинская мечта сформировать правительство. Я напомню нашим слушателям, что Грузия – это парламентская республика, то есть это страна, в которой исполнительную власть формирует большинство в парламенте. Если это одна партия, то это однопартийная власть. Если это коалиция, то есть когда в парламенте никто не имеет существенного большинства, то тогда это коалиционное правительство. Вот в Грузии, судя по всему, сформируется опять однопартийное правительство. Я также напомню вам, что в таких формах республик президент имеет скорее церемониальные функции. Однако в Грузии президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая 22 года назад вернулась в Грузию ровно потому, что она, как она сказала, она рассчитывала, что Грузия станет демократической страной. Так вот, она уже заявила, что она не признает результаты выборов, она считает их сфальсифицированными, и что она не откажется открывать первую сессию парламента Грузии, как это положено по Конституции. Впрочем, это позволяет, значит, грузинской мечте через 20 дней все равно собрать первую сессию парламента. Так вот, Саломе Зурабишвили призвала грузин протестовать. И именно сейчас, когда мы ведем этот эфир в Тбилиси, на главной площади, где всегда проходят протестные акции, идет такая протестная акция. И я благодарю Екатерину Контрикадзе, главу информационной службы телеканала «Дождь», журналистки и медиа-менеджера «Дождя». Она, собственно, она родилась в Тбилиси, и она признана, и она была одной из основательниц русскоязычного телеканала «Первый информационный Кавказский» много лет назад. Так вот, она признана в Российской Федерации иностранным агентом, и она только что с этой акцией прибежала, чтобы выйти к вам в эфир. Катерина, здравствуйте, спасибо за то, что добежали. Здравствуйте, Женя, я очень рада. Спасибо вам за приглашение. И еще одна наша гостья Марта Ардашвили, основатель и главный редактор «Совы». Это независимые медиа в Грузии. Она живет в Тбилиси. И вот с группой журналистов в 2016 году они создали вот это онлайн-издание, которое освещает политику, экономику региона на русском языке. Марта, спасибо вам, что согласились на этот эфир. Здравствуйте. И мой первый вопрос вам обеим. Понятно, что сейчас Грузия вступила в период такого противостояния. И, собственно, мы это наблюдаем и в Тбилиси. Как вы полагаете, чем закончится это противостояние? Действительно ли страна расколота? И насколько у правящей грузинской мечты есть возможность удержать ситуацию? Кто начинает, Жень? Давайте, Катя, вы начнете. Спасибо. Пока, я не знаю, насколько Марта со мной согласится, пока есть ощущение, что грузинская мечта удерживает ситуацию, хотя я видела большое число недовольных, я видела тысячи, сколько конкретно, конечно, не берусь судить, но тысячи протестующих. Я слышала, вот когда как раз бежала к вам на эфир, слышала выступление Георгия Маргвелашвили, это тоже бывший президент Грузии, он был президентом между Саакашвили и Зурабишвили, и он тоже сейчас один из лидеров, собственно, оппозиции, он вошел в одну из оппозиционных коалиций, и он кричал: я вижу сейчас перед собой, он, правда, кричал, да, но это вот на таких эмоциях все происходит, я вижу перед собой людей, которые не позволят себя обмануть, я вижу людей, у которых украли голоса, я вижу рассерженных граждан. И вот это ощущение
рассерженности, да, вот этого, ну, как бы возмущения, это даже уже не недовольство, а это именно возмущение, которое люди испытывали. И очень многие ждали на этой акции, на этом митинге, что же, наконец, скажет оппозиция, какой план они предложат. Потому что одно дело, когда президент Грузии Саломе Зурбишвили накануне делает заявление о неприятии результатов, о том, что будет митинг очередной в 7 часов вечера опять у парламента. Это одно дело. А другое дело, что нет никакой стратегии действий. Ну, по крайней мере, вот такая претензия высказывалась в отношении представителей оппозиции. Ну, и эта стратегия была сегодня представлена в виде там, да, не входа в парламент со стороны оппозиции и требования провести новые выборы. Причем выборы должны быть проведены, как говорят оппозиционеры, не кем-нибудь, не просто под наблюдением, они должны быть проведены международной избирательной администрацией. Это была сейчас цитата с моей стороны. То есть они хотят, чтобы грузинская мечта, Центральная избирательная комиссия Грузии никакого вообще участия не принимали в перевыборах. Насколько это реалистично, непонятно, но это, по крайней мере, ответ на вопрос, а что мы, собственно, будем делать, чего мы будем требовать, не будем же мы тут просто стоять, да? Одновременно с этим, Женя, все-таки возвращаясь к ответу на ваш вопрос, ну, у меня пока нету такого ощущения скорых перемен, да, и свержения там власти или какого-то иного метода изменений политических. Я скорее ощущаю разочарование. Я скорее ощущаю, ну, как сказал Гия Ноди, бывший министр образования, политолог у нас в эфире на «Дожде», он сказал, вы знаете, мы все в депрессии. И вот это скорее, как мне кажется, оценка нынешнего положения вещей, оно, конечно, может измениться. Екатерина, спасибо. Марта, что скажете вы? Ну, отвечая на ваш вопрос, общество действительно расколото семьи, члены семьи не разговаривают с друг другом. Я знаю очень много таких примеров. Дети не разговаривают с родителями и не хотят вести дискуссии на тему того, куда должна двигаться страна, за какую силу должен кто голосовать. И общество действительно расколото. Другой момент, что Грузия 2024 — это не Грузия 90-х, это даже не Грузия 2003 года. В грузинской общественности, скажем так, каждой семье есть что терять. То есть люди уже почувствовали какую-то социально-экономическую стабильность, ну хотя бы какая-то часть точно почувствовала, и они не хотят вот эту свою стабильность сейчас немножечко ставить под угрозу из-за постоянных, а вы знаете, что в Грузии со дня восстановления независимости постоянно происходят какие-то очень острые политические процессы, протесты, войны. И люди, как бы, это уже на генетическом уровне, мне кажется, немножко подустали от этого и не хотят как бы сейчас, вот, чтобы опять была какие-то протесты большие. Тем более, что с весенних протестов был извлечен урок. Сколько бы тысяч недовольных граждан не вышли на улицы, олигарху на это наплевать. Он не считается с мнением тех, кто против него. У него есть рычаги давления, он может купить выборы, он может купить граждан, чем он, собственно, Марта, успешно занимается. Именно поэтому на позвольте... этих выборах не было таких грубых нарушений, мы не видели. Мы видели буквально несколько эпизодов с избирательных участков, потому что грузинская мечта подготовилась к этим выборам заранее. Она заранее со своими с представителями службы безопасности обрабатывала каждое село, каждую семью, подкупала кого можно, кому-то угрожала. И как бы они очень хорошо подготовились к этим выборам, если можно это так сказать, и они с успехом украли выбор у грузинского народа. Мне кажется, и диалектика грузинских протестов такова, что сейчас никаких больших таких протестов и волнений не будет. Насколько я могу анализировать. Сейчас грузины будут смотреть, как это будет. Да, мы разочарованы, да, мы в депрессии, нам очень неприятно, я причисляю себя к этой части населения. Но сейчас парламент соберется, да, будут какие-то там протесты, незначительные, ну, они будут большие, но не такие мощные. И, наверное, уже исходя из того, насколько нагло, я уверена, что грузинская мечта будет вести себя очень нагло все будущие месяцы, где-то к весне, по традиции, большая масса людей выйдет на улицы. И тогда будут, как я сейчас вижу это развитие, будут достаточно активные политические процессы происходить. Потому что у оппозиции на деле нет никаких действенных рычагов менять сейчас ситуацию.
Можно я пару Да, слов конечно. буквально? Дело в том, что вот Марта совершенно права, я согласна. Единственное, что я вспоминаю митинги, которые были весной прошлого года. Не этого года, а прошлого, когда оппозиция победила. И мне кажется, это очень важное обстоятельство для анализа и для понимания ситуации в этой стране. Смотрите, тогда, когда впервые грузинская мечта заговорила о принятии так называемого закона об иностранных агентах, российского закона, русского закона, как здесь немедленно его окрестили, вышли большое число людей на улице, мы, конечно, тоже освещали, и впоследствии грузинская мечта, соврала, естественно, сказав, что они отзывают этот закон и больше не будут его рассматривать. И тогда это была грандиозная победа, действительно. То есть под напором общества, знаете, это победа гражданского общества. В классическом смысле под напором общества грузинские власти сказали: окей, мы сдаемся, мы не будем этот закон принимать, расходитесь. И что произошло тогда? Я прямо помню, как я разговаривала, например, с Еленой Хоштари, одной из лидеров грузинской оппозиции. Я спрашивала: Елена, смотрите, вы сейчас поймали удачу за хвост. Вы можете вот прямо сейчас идти дальше, вы можете добиваться больших успехов, потому что вы сейчас в выигрышном положении, а партия власти в более слабом положении. Понятно, что она не повержена, но тем не менее в более слабом положении, чем будет, если вы ничего не будете делать. Но тогда грузинская оппозиция удовлетворилась этим результатом и сказала: ну ладно, дальше мы будем думать, что нам дальше делать, вот как-то мы посмотрим. Прошел год, и безумные просто митинги в Тбилиси. Такого не было никогда. Никто не помнит, чтобы такое число людей вышли на улицы. Но Иванишвили сказала: мне пофигу. Извините за мой сленг. Он сказал: просто мне плевать на вас, люди. Вы все, значит, партия глобальной войны, вы все агентура Вашингтона и все прихвостни Саакашвили. Вас нет, я вас не вижу. И я принимаю тот закон, который я хочу, я буду делать то, что я хочу. И он в этом успешен. Но мне кажется, что свою роль в этом сыграла отсутствие стратегии у грузинской оппозиции на тот момент и, возможно, даже ее неготовность широко мыслить и бороться всерьез. Возможно, это ошибочное я суждение. с Катей поспорю, учитывая внутренний контекст, тогда у оппозиции не было никакой легитимности перед своими избирателями, перед сторонниками, да и у них и не было, в принципе, особо и сторонников. Это сейчас, получив достаточно внушительные проценты на даже вот этих сфальсифицированных выборах, они могут говорить, смело действовать от лица людей, которые за них проголосовали. Но все это время Иванишвили прекрасно дискредитировал и буквально расчленил и чуть ли не уничтожил оппозицию. Каждый потому что на этих акциях молодые люди, которые считали себя лидерами этой акции, то самое поколение Gen Z, они не пускали оппозиционеров, политиков на трибуну, и они не могли вообще ни с кем разговаривать от своего имени. И это, мне кажется, тоже немножко инфантильность нового поколения, вызвана именно той зачисткой политического поля, которая прекрасно устроила может быть, Иванишвили. это происходит ровно от наверное, того, это что... все-таки новый этап для оппозиции, Да, когда они да, смогут. Тогда это ровно от того и происходило, что грузинская оппозиция была недостаточно убедительной. И эта Ее легитимность... просто не было, Катя. Просто я не то чтобы я не защитник оппозиции, ты знаешь, но тогда оппозиция не могла вообще, у нее не было никаких прав кого-то к чему-то призывать. Те акции и протесты, мне кажется, которые что могла были, бы. Ну ладно. факт, что она не смогла. Вот это факт. Да, вот это факт. Нет. Пожалуйста. Марта, вот вы сказали, мне кажется, у вас было два противоречащих друг другу тезиса. С одной стороны, вы сказали о том, что страна расколота и оппозиция расколота. С другой стороны, вы говорите о том, что были сфальсифицированы, что выборы были украдены. Первый вопрос. С вашей точки зрения, что говорят социологи? Да, и вы сказали, и третье, вы сказали о том, что люди Бензина Иванишвили, вот этого самого богатого человека Грузии, который сделал свои деньги в Российской Федерации, которому позволили окешить свой бизнес, и поэтому он спокойно распоряжается своими деньгами, в том числе в Грузии. Так вот, что они обрабатывали людей, они покупали людей, они заранее подготовились к выбору, поэтому, так сказать, фактов фальсификации не так много. Все-таки вот выборы были сфальсифицированы? Если да, то какой процент голосов был сфальсифицирован? И как вы это знаете?
Мне сейчас сложно говорить о цифрах, потому что я, к сожалению, с ними не дружу. Может, это несерьезно для журналиста. Но, говоря о расколотом обществе, да, общество расколото на уровне идеологическом, на уровне мировоззренческом. Именно поэтому оппозиция делала акцент все это время именно на вот этом главном месседж-боксе, что Грузия выбирает между Россией и Западом и так далее. Это послание понятно мыслящей части грузинского общества, оно понятно жителям больших городов, оно не очень понятно жителям тех регионов, где бедность все-таки это главная проблема. То есть расколото, извините, Марта, то есть расколото оно по центр-периферии, большие города, села, и демографически, видимо, молодые люди и люди более старшего поколения. Да, Так, правильно я да. понимаю? Так, Да, ну, да, да, да. традиционный раскол, да. Мгм. Мгм. Вот, соответственно, да, проблемы в этом действительно есть. То есть в тех маленьких населенных пунктах, селах, деревнях, я не знаю, как их можно еще называть, проблема того, какой путь изберет Грузия, не первостепенная. Проблема в этих селах все-таки прокормить свою семью каким-нибудь образом, неважно каким. И цифра сейчас известная, что покупали голос за 300 лари, это чуть-чуть меньше 100 евро. Это хорошие деньги для этих семей, где действительно за гранью бедности живут люди. И, конечно же, Иванишвили, наверное, и его команде, по крайней мере, как заявляют оппоненты, не составило труда таким образом. И мы видели кадры, например, каких-то списков, буквально сметы были, какой семье сколько денег заплатили и так далее, и так далее. Поэтому, как сказал один То наш есть друг, какой процент он купил? выборы могут быть свободными, но они не обязательно будут честными, да, это не всегда происходит одновременно. И мне кажется, что именно эта схема сработала в Грузии. Ну, по поводу цифр, там ситуация такая, Жень, тут же очень интересно это развивалось. Я вместе с Мартой как раз испытала приливы очень разных эмоций в день выборов, потому что ровно в 8 по Тбилиси выдали результаты экзит-полов, и мы находились в этот момент в партии Ахлеби, точнее, в объединении Ахлеби и коалиции «За перемены». Вот в этой коалиции «За перемены», там несколько партий объединились. Мы наблюдали за тем, как публикуются экзит-полы и как реагируют эти оппозиционеры на опубликованные цифры. Это было абсолютным триумфом оппозиции, Жень. Это была поразительная совершенно вот эта вот какая-то волна счастья. Люди обнимались, поздравляли друг друга и так далее, потому что они не допускали, что результаты Центра избиркома будут радикально отличаться от данных, которые опубликованы были экзит-полами, точнее, компаниями, нанятыми для проведения экзит-полов. И в частности, экзит-полы по заказу телеканалам «Тавария» и телеканала «Формула», давайте про «Формулу» поговорим. Телеканал «Формула», он независимый, оппозиционный скорее, да, вот он заказал у компании Edison Research экзит-полы. И эта компания Edison Research многие годы, она американская, многие годы проводит экзит-полы в разных странах мира. И никогда еще разница, Марк, поправь меня, если я ошибаюсь, разница не была столь радикальной. То есть у них обычно, да, вот 1-2% бывает ошибка. Сейчас они дают грузинской мечте партии власти 42, по-моему, они дали, Edison Research, 42 они дали партии «Грузинская мечта», а ЦИК дает 54. Понимаете? И вот этот разрыв, вот, например, мы слушали руководителя Edison Research в эфире одного из грузинских телеканалов, и он в недоумении. Он же не может обвинить никого, да, там, прямым текстом, вы фальсифицировали, он сказать не может. Вот, но он в недоумении, он говорит, я не понимаю, как это возможно. Никогда такого не было в истории этой компании. И действительно, именно вот это обстоятельство первым повлияло на отношение большого числа избирателей к этим выборам. Потому что многие бы допустили, на самом деле, что, ну, хорошо, 50% там за мечту, да, ну, наверное, где-то вне моего бабла, вне бабла Марты Ардашели, вне центра города Тбилиси есть люди, которые голосуют за партию «Грузинская мечта» по разным причинам. Но чтобы вот так обмануть, вот такое ощущение у людей, ощущение просто какого-то, значит,
издевательства, преданности, предательства, прошу прощения, и абсолютно вот такого вот российского стиля в подсчете голосов. Но гораздо более, это все гораздо более технологично было, понимаете, Евгения Марковна, чем в свое время в России, когда еще были конкурентные выборы, были разные партии, мы наблюдали вбросы, карусели, махинации всякого рода. Здесь это все происходит гораздо более выверено, очень тонко, точно, электронное голосование на участках, все красиво, наблюдатели, ОБСЕ говорит, да-да, были проблемы, но ничего, избранная власть должна извлечь уроки и так далее. Ну, Где было электронное голосование? но здесь, Да. здесь как КОАПы. То есть это не То есть электронное КАБы. голосование. Да, КОАПы, извините. То есть это не ДЭК в плохом смысле, а электронное голосование, казалось бы, здорового человека. То есть ты на месте, я голосовала, Марта тоже, ты вкладываешь свой бюллетень в машину, которая его заглатывает, потом машина считает, люди еще раз пересчитывают впоследствии. Вот, то есть с точки зрения технологий все было хорошо. Тогда как была произведена фальсификация, Подкуп. если там не... Подкуп Ну, были людей. несколько случаев, например, зафиксированы, когда мужчина приходил с 2-3 ID и голосовал, и на некоторых даже были какие-то женские фотографии. То есть есть еще такой вариант, Да, что такие есть. и есть одна версия, что якобы грузинская мечта изучила списки уехавших из страны грузин, которые много-много лет не живут здесь, распечатала без их ведома их ID, раздала своим представителям. Если там регистратор на месте свой, куплен, соответственно, он просто не сверяет человека с документом, дает проголосовать, а вот эта машина, она ничего такого, конечно, распознать не может, потому что на деле все правильно и легально. В общем, мы сейчас много разных версий рассматриваем, как могли эти бюллетени оказаться в этой машине. Некоторые из них фантастические, а некоторые имеют, конечно, под собой основания. Ну вот сегодня как раз на митинге, с которого я к вам пришла, и президент Зурабишвили, и другие участники, они подчеркивали, что будут выяснять, будут проводиться расследования, будет даже несколько, по всей видимости. И поскольку речь идет о очень сложной системе подлога, как они это объясняют и как они это формулируют, поскольку система очень сложная, то понадобится некоторое время. То есть как бы завтра и послезавтра ответов на эти вопросы не будет. И это тоже в некоторой степени, наверное, разочаровывает часть недовольной общественности, потому что очень многим хотелось, этот запрос, он чувствовался, хотелось получить прямо сразу ответ, как это могло случиться. Можете объяснить? И требования объяснить до сих пор звучат и будут еще звучать некоторое время. Но, наверное, в интересах оппозиции представить достаточно убедительные доказательства. Готовясь к этому эфиру, я прочитала немало анализов, которые показывают, что в Грузии, как это было и в России, и во многих других постсоветских республиках, оппозиция замечательным образом борется друг с другом. Как это принято у нас в России, главное, так сказать, горло, на которое надо броситься, это горло соседа-оппозиционера. Так вот, так ли это? Действительно ли потом на эти выборы оппозиция шла несколькими партиями? Я прочитала, что некоторые представители оппозиции считали, что так проще будет набрать больше голосов, чтобы обойти в парламенте грузинскую мечту и как минимум заставить грузинскую мечту создать коалиционное правительство. В какой степени это повлияло на то, что по официальным результатам 54% голосов набрала правящая грузинская мечта, и она будет, собственно, и формировать однопартийное правительство? Март. Ну, грузинская оппозиция, как я уже говорила, она долгое время претерпевала кризис. Буквально недавно вот она состоялась. Это случилось 26 октября. Да? Какой-то фланг мы увидели, мы разглядели. А все это время оппозиция, да, разными... Марта,
Кажется, у нас застряла Марта, да? Против Да. грузинской мечты, но в результате все-таки, несмотря на весь их очень подпорченный имидж, вы знаете, тут очень много факторов, которые влияют на имидж оппозиции. Во-первых, это дезинформация, дискредитация грузинской мечты. Во-вторых, вот эта политика постоянная, что им припоминают период Саакашвили, да, это команде Саакашвили тоже. И новые лидеры, которые вроде бы популярны, но они такие, как нишевые более лидеры, чем массовые, и кого они могут повести за собой, там, какую-то часть нового поколения или что-то. В общем, очень-очень интересный такой в этом плане у них таргет у всех. Но в результате мы увидели, что грузинская оппозиция нашла в себе силы, она не смогла объединиться в единый фронт, но объединилась в 3 разные коалиции. Долго они над собой работали, долго они с друг другом работали. В итоге 3 коалиции, в принципе, которые стали и все эти 3 коалиции стали подписантами Европейской хартии президента, где они пришли к каким-то общим положениям в случае победы или в целом борьбы дальнейшей с грузинской мечтой. Так что, в общем, попытки какие-то найти это свое лицо перед выборами у них были, и мне кажется, что они были не такие безуспешные. Мне кажется, что оппозиция в целом максимально поработала над тем, чтобы и удовлетворить избирателя, потому что грузинский избиратель тоже очень требователен и поляризован. Как бы грузинский избиратель он очень тоже радикальный. То есть он не хочет голосовать за Иванишвили, не хочет голосовать за партию Саакашвили, новые команды ему не нравятся. И, в общем, я знаю, что очень многие в моем окружении и вообще социологические опросы тоже показывали, что люди, которые против политики грузинской мечты, они не могут никак определиться с выбором на оппозиционном фланге. Так что мне кажется, что несмотря на всю критику в адрес оппозиции, в целом какая-то работа была проделана. Очень приятно сейчас видеть, что эти люди уже с полной легитимностью стоят на этой трибуне, куда их не пускали ни в прошлом году, ни во время протестов этой весны, а сейчас они уже вещают от имени собравшихся и говорят о плане действий. Поэтому мне кажется, что в целом мы не можем как бы быть полностью разочарованными. Да, нам нужен план действий. Очень сложно сейчас говорить о конкретных решениях этой проблемы, когда фактически я не вижу ни одного пути, которое могло бы избавить Грузию от правления Иванишвили и предложить какую-то конкретную действенную схему. Мне кажется, они стараются как могут, и единственное, что им может в этом помочь, это очень мощное международное давление, которое как раз путем Саломе Зурабишвили они и пытаются добиться все это время. Екатерина Гатрикадзе, только что прошли Да. выборы в Молдове. И там тоже оппозиция оказалась довольно сильно расколота, но значит, президент Сандру предложила референдум как возможность мобилизации своих сил поддержки, референдум идти нам в Европу или не идти нам в Европу, собственно, то, о чем говорила оппозиция и в Грузии. И она практически проиграла референдум, если бы не поддержка молдавской диаспоры. Собственно, именно голоса молдавской диаспоры позволили набрать больше 50%. Там разница 0,8% у сторонников европейского пути. То есть минимальный совершенно. И предстоит второй тур голосования, и совершенно непонятно, сумеет Сандру выиграть эти выборы или не сумеет. Тут пока еще бабушка надвое сказала. Вопрос, в какой степени грузинская диаспора, она тоже достаточно большая, участвовала в этих выборах, в какой части она может влиять на политику внутри Грузии? Ну, грузинская диаспора влияла, точнее, участвовала очень активно, более чем, и во всех грузинских эфирах, и телевидение, и медиа в интернете, и совершенно на всех платформах мы видели бесконечные фотографии и видео из Европы, из Соединенных Штатов, из Канады, даже из Австралии, где выстроились гигантские очереди из представителей той самой грузинской диаспоры, желающей проголосовать, отдать свой голос. Очевидно, кому грузинская диаспора отдает свой голос. Как и в случае с молдаванами, грузинская диаспора на Западе
голосуют за западный путь развития, а значит, за оппозицию. И, с одной стороны, все испытывали невероятную гордость за тех, кто уехал, и я должна была бы, наверное, принадлежать как раз к ним, к этим людям, и должна была бы стоять, где там консульство, посольство в Гааге, в этой очереди. Но я специально приехала сюда для освещения выборов и еще по ряду личных причин. Ну так вот, с одной стороны, это очень похвально, и здесь многие испытывали чувство гордости за тех, кто решил временно покинуть страну. Но с другой стороны, было совершенно очевидно, что в консульствах, где проводились голосования, были созданы определенные проблемы людям. Все шло ужасно медленно. То есть в Нью-Йорке, если я ничего не путаю, 6 часов моим знакомым пришлось стоять в очереди, чтобы отдать свой голос, потому что для голосования были выделены недостаточные силы, недостаточно сотрудников, недостаточно вот этих аппаратов и так далее. То есть в результате голосование за границей стало для огромного числа грузин какой-то мукой. И только самые стойкие, их очень много на самом деле, надо отдать им должное, они огромные молодцы. Но вот эти самые стойкие выдержали бесконечные очереди и все-таки отдали свои голоса. Мне кажется, Жень, что тут очень важно подчеркнуть все-таки разницу между ситуацией в Грузии и ситуацией в Молдове, но в другом смысле, не с точки зрения голосования диаспоры, а с точки зрения настроения внутри. Здесь как раз нет никакой проблемы с выбором. Ну, то есть большинство грузин по всем опросам, и очень давно, больше 80% хотят в Европу. То есть здесь как раз парадоксальность нынешнего положения грузин и этой страны заключается в том, что, с одной стороны, абсолютное большинство без всяких сомнений хочет двигаться в Евросоюз, хочет того уровня жизни, хочет того комфорта, хочет защиты прав, хочет подальше от России и Владимира Путина. Но одновременно с этим здесь превалирует страх войны. Вот эта пропаганда иванишвилевская, она очень хорошо сработала. Надо это подчеркивать. Мне кажется, если при анализе ситуации в Грузии, надо понимать, что оппозиция имеет дело с очень умной, очень расчетливой силой, которая точно знает, на что ей надо, на чем ей надо делать акцент, на какую мозоль давить. И есть такая мозоль, которая называется война. Люди страшно боятся появления российских танков. И пусть грузинская мечта не говорит, кто может прийти, какой такой агрессор, потому что упоминать Россию как бы они не хотят, и ВСУЭ, и Владимира Путина уж тем более, но тем не менее они постоянно упоминают это, да, что мы партия мира. У них даже баннеры до сих пор висят под Тбилиси, где сравнивается мирная, классная жизнь в Грузии с значит, разбомбленной Украиной, с Украиной, которая оказалась в чудовищном положении из-за боевых действий. Грузинская мечта не упоминает, какие такие боевые действия, имеет ли Украина какое-нибудь отношение к выбору такому, да, хотела ли она такой войны. Об этом речь не идет, но на людей это влияет. И в итоге получается, что с одной стороны все хотят в Европу, а с другой стороны все, ну не все, значительная часть, по нашим прикидкам и прикидкам социологов Edison Research, это 42% населения, да, 42% все-таки говорит, ладно, давайте мы сейчас проголосуем за стабильность, чтобы лишь бы не было хуже. Вот. А выбора европейского, как бы, вопроса о выборе нету, выбор сделан. Но вот такая удивительная ситуация здесь. Терри, ну давайте вот я поработаю адвокатом дьявола. Я внимательно наблюдаю за выборами в Молдове и за выборами в Грузии. Да. В 2008 году Путин удержал от того, чтобы взять Тбилиси, только американский флот, который вошел в акваторию, и американские истребители, которые закрыли небо Грузии и не позволили Путину оккупировать Тбилиси. Об этом только что подробно Боб Вудвард в своей последней книжке «War» просто об этом рассказывает. Значит, мы понимаем, что и молдаване, и грузины смотрят на то, что происходит в Украине. И они видят, что несмотря на обещания и американцев, и европейцев, Украину практически бросили. Украина платит жизнями своих солдат, женщин, мужчин, детей, гражданских и так далее.
и продолжает бороться с российской полномасштабной агрессией, при этом не получая достаточное количество оружия, ни снарядов, ни танков и так далее, и так далее. И молдаване, и грузины задают себе вопрос. Значит, у нас есть сосед под названием Россия. Сосед, где глава государства сошел с ума, но сошел с ума очень рационально. И на наших глазах сейчас разрушает самую большую страну Европы. Самую большую страну. Украина была 44 миллиона человек до начала войны. Грузия сколько? 3,5 миллиона? Молдова меньше 3 миллионов. По-моему, 2,4. 2 миллиона 900. 2 миллиона 900. Да. И молдаване и грузины, в принципе, вполне рационально могут задать себе вопрос. У нас сил бороться единолично с этой гадкой, авторитарной, агрессивной, милитаристской, имперской Россией мы не сможем. При этом они смотрят на Европу и Америку и говорят, если эти ребята не сумели защитить, помочь Украине защититься, Украине, у которой была армия, Украине, у которой были, так сказать, люди и так далее, то что будет с нами? Съедят и не поперхнутся. Вам не кажется, что тут есть и такая логика? Да, конечно, есть. Я абсолютно понимаю эту логику, и более того, никого не могу осуждать за подобное мышление и подобный подход. И более того, я везде, где могу, кричу, что огромная ответственность за происходящее сейчас на всем постсоветском пространстве лежит на западных партнерах Грузии, Украины, Молдовы, других постсоветских республик. Потому что ни в одном из случаев мы не увидели достаточной поддержки. Ни в одном из случаев. Женя, вспомните, и речь идет не только о Европе, но и о Западе в целом, да, о Соединенных Штатах. Потому что я помню, например, свои впечатления от кнопки перезагрузки в 2010 году. Спустя 2 года после чудовищного вторжения. Да, это 5 дней ада, которые мы здесь с марта пережили в этой стране. И страшная трагедия, которая очень быстро, вот она так пролетела, поэтому почему-то в Белом доме решили, что, значит, можно просто забить на это. Простите мой сленг. Но они забили? Про санкции забыли через 3 месяца? Конечно. И я даже помню эту эпопею с вертолетоносцами «Мистраль», которая в итоге завершилась только после того, как Россия аннексировала Крым. И если бы не это, то прекрасно бы продали эти вертолетоносцы, и прекрасно бы все произошло. А что касается вот этой картинки, которую вы сейчас показываете, это Сергей Лавров и Хиллари Клинтон, министр иностранных дел России и госсекретарь США. Они давили на эту кнопку перезагрузки. При Медведеве, соответственно, в качестве формального президента, и Бараке Обаме. И там было написано «перегрузка», потому что кто-то ошибся в переводе с английского «reset», они написали «перегрузка» на русском. И это очень много говорило, да, все пошутили тогда, и много-много лет еще шутили на эту тему. Просто вот тот факт, что эти люди, умный Обама, прекрасный президент, и другие решили, что ладно, ну хорошо, ну вот была эта война в Грузии, ну с кем не бывает. Путин, он как бы, ну не наш человек, но надо принимать его, вот какой он есть, надо business as usual, там Медведев у него там сейчас как будто бы, да, основное лицо. Значит, с ним будем общаться, бургеры с ним будем есть, еще что-то. Если бы уже тогда, после войны в Грузии, после того, как план Медведева-Саркози был нарушен российской стороной, вопиюще нарушен, просто это была демонстрация абсолютного пренебрежения к подписи главы российского государства, не говоря уже о европейских участниках этого процесса. Да? Если бы тогда кто-нибудь сказал, вы, ребята, не можете так поступать, вы должны отвечать за то, что вы делаете, перед международным сообществом, перед цивилизованным обществом. Вы не можете так поступать. Вот вам санкции такие, сяки, 5-10. Все. Эффективные санкции. Тогда, возможно, мы бы сейчас были в ином положении. Простите мне этот монолог, но я страшно возмущена все последние сколько лет, с 2008 года, и буду еще некоторое время, судя по всему.
Еще с тех пор, Поэтому как Британия ушла с Первой Республики, да, ввела свои корабли, случилась советская оккупация. Можно я тоже включусь? конечно. Эта дискуссия у нас, конечно, ведется, и, конечно, никто не желает в лапы опять к медведю. Все прекрасно помнят, у нас достаточно травм, у кого с детства, у кого чуть постарше. Но тут вопрос стоит так, как бы, если Россия вдруг решит нападать на Грузию, поверьте мне, ни Иванишвили, ни его, его команда пытается его показать, хитроумные какие-то заходы, не спасут эту страну. И тут есть такое мнение, что давайте мы как бы понимая эту опасность постоянную, эта опасность она никуда не уходит, ни при какой власти. Я помню, и мы помним, наверное, и Катя тоже при Шеварднадзе, который вел достаточно гибкую, мягко говоря, политику в отношении России, как неделю раз над Панкиси пролетали российские истребители и бомбили прекрасное Панкисское ущелье в Грузии. И так далее, и так далее. То есть как бы иллюзия того, что Россию кто-то удержит от агрессии в Грузии, это иллюзия. Да? Ни Иванишвили, ни его мудрая политика, ни какие-то его якобы люди там в Кремле, есть у него они или нет, никто еще не знает, и так далее, и так далее. И как бы существует мнение, что сейчас важный геополитический моментум, да, за счет войны в Украине, да, за счет людей, которые умирают в Украине. И грузинские лидеры все время, и президент Грузии все время говорит, что да, мы понимаем, что вы воюете за нас. И как бы нужно пользоваться этим моментом, потому что это впервые в истории независимой Грузии, когда Запад говорит: ребята, мы готовы принять вас, сделайте что-нибудь, отмените. Да Я не где же знаю, они насколько они говорят-то? готовы, а где они Марта, готовы-то? А что они Отмените эти сделают? ваши законы, мы начнем переговоры, мы будем интенсивно с вами интегрироваться, или вы с нами интегрируетесь. Как? В общем, сигналы есть, но нет никакого желания со стороны грузинской мечты. Это более того, они пытаются, провоцируя провоцируя открыто, да, международное сообщество всеми этими законами, заявлениями, оскорблениями там в адрес. Вы знаете, что наш премьер-министр заявил о том, что ему угрожал еврокомиссар. Ему буквально угрожал еврокомиссар и говорил, что, возможно, его постигнет участь Фицо и так далее, и так далее. Это множество Господи. маленьких деталей, которые выстраиваются в прекрасную такую... И то есть, что я хочу сказать, коротко. Грузинская мечта тут как бы ратует не за то, чтобы был мир. Они просто таким образом, манипулируя сознанием людей, которые не очень критически мыслят, или у них нет конкретного бэкграунда, информации и так далее, они просто удерживаются на этой волне у власти. И это хорошо работает. Как Катя сказала, это работает прекрасно. Еще один вопрос, если можно. У вас сейчас в Тбилиси находится Виктор Орбан. Для наших слушателей я напомню, что это премьер-министр Венгрии. Благодаря Виктору Орбану Венгрия отнесена мониторинговой организацией Freedom House к числу авторитарных, несвободных, частично свободных стран. Орбан вцепился руками, ногами и всеми остальными частями своего тела в премьерское кресло, тоже парламентская республика, но при этом он совершенно контролирует выборы. Вопрос, чего он делает у вас в Тбилиси, кто его пригласил, и почему вдруг Орбан решил, что Грузия нуждается в его советах? Вообще они близкие друзья с Орбаном. Грузинская мечта достаточно уже последние 2 года на внутреннем рынке, скажем так, информационном поле продвигает идею о том, что Орбан — это истинный европеец, который верит в семейные ценности, в духовные скрепы и так далее, и что мы можем ассоциировать себя не с какими-то там либералами, загнивающим Западом, а именно с такой Европой. И грузинская мечта очень активно продвигает
продвигает эту пропаганду через свои каналы связи. И, собственно, говоря о том, что все грузины хотят в Европу, это правда. Даже те, кто... Я даже уверена, что Ираклий Кобахидзе, прекрасный министр наш, тоже желал бы стать частью Евросоюза, но он смотрит на это немножко по-другому, иначе. Он считает, что он должен быть в той Европе, которую представляет Виктор Орбан. Гомофобная нетерпимость, авторитаризм и так далее, и так далее. И у них этот нарратив прекрасен. Кажется, опять у нас застряла Марта. И, естественно, они понимали, что никто не поздравит грузинскую мечту с этой сомнительной победой. И, естественно, они попросили своего друга на второй день после выборов приехать в Тбилиси, чтобы продемонстрировать своим сторонникам, которые у них есть, что вот как бы настоящие европейцы с нами, а вот все остальные... Один. Против нас. Да, Да. такой европеец, он один. Да, он такой один. Я видела, не могу не поделиться с вами, Евгения Марковна и Марта, я вот выложила как раз у себя в канале, отправила коллегам на дождь. Смотрите, как встречали люди Виктора Орбана, потому что как раз, когда мы собирались, я шла вместе с большим числом протестующих к зданию парламента, только начиналась акция протеста, в это время из Мариота, отеля Мариот в центре Тбилиси на проспекте Руставели, видимо, выходил Орбан. Я его даже не успела увидеть. Я подчеркиваю, что я могу ошибаться, но, по всей видимости, это был Орбан, потому что было очень много автомобилей, были флаги Венгрии на этих автомобилях. Ну, видимо, это был Орбан. Можно, конечно, перепроверить, еще не успела. И началось что-то совершенно невообразимое. Люди увидели, где-то заметили Виктора Орбана, узнали его, начали кричать, всякие издавать звуки соответствующие, осуждающие, скажем прямо. Виктор Орбан, жесты разнообразные, я заметила. Мои дети были очень удивлены тому, что происходит. Спрашивали: мама, кто это? И почему все так реагируют? Но, конечно, это потрясающе интересная ситуация с Виктором Орбаном, поскольку Марта, мне кажется, очень точно уловила вот эти настроения в партии «Грузинская мечта». Они бы хотели быть как он. То есть, например, тот же Каха Каладзе, он же футболист, Милан, у него в Италии рестораны, если я ничего не путаю, он очень европеизированный, он носит Гуччи, Армани, ну, то есть... Да, и он абсолютно человек из того мира. Как бы Каха Каладзе, мэр Тбилиси, он не про то, чтобы ехать в Крым демонстративно аннексированный или там в Сочи отдыхать. Он как раз про лазурку, как и Кобахидзе, как и все они, как и господин Иванишвили, у которого был французский паспорт. Кажется, он все еще у него есть, я не помню, он отказывался, нет? Гражданство Франции не отказывался. Значит, они все выбирают комфорт, бабки и западный стиль жизни, а не Рязань. И они не хотят в Мурманск смотреть на Белое море. Им нормально вот в Милане. Но им нравится такой Орбан, который, с одной стороны, входит в Европейский Союз, который пользуется всеми привилегиями членства в Европейском Союзе, у которого... есть деньги. Европейский Союз, как вы прекрасно знаете лучше меня, Евгения Марковна, выделяет средства как по часам, обязательно, ежегодно, Венгрии, как член Европейского Союза. Венгрия развивается. У нее все отлично внешне, но внешне относительно тоже, но тем не менее, но внутри это ограничение прав человека, это борьба с средств массовой информации, это запреты, это гомофобия, это женоненавистничество в тех или иных проявлениях. Вот так они бы хотели. Но просто в этом состоянии Грузию не примут еще и с оккупированными территориями, с Абхазией и Южной Осетией. Но это невозможно. И поэтому ведется вот эта игра. И, конечно, я не сомневаюсь нисколько, что прямое давление из Кремля есть, что Грузия входит в сферу интересов Путина, что для Владимира Путина важно сделать так, чтобы в Грузии не было демократического и проевропейского развития. Я говорю сейчас банальные вещи, но мне кажется, это важно проговаривать. Я не сомневаюсь ни на секунду, что российские представители принимают непосредственное участие в том, что здесь происходит. И какие формы давления используются на Бедзину Иванишвили, на других людей, это отдельный вопрос. Я журналист, я не могу оперировать слухами, но по результату можно судить. Результат таков, какой мы вот сейчас наблюдаем. Они делают все для того, чтобы отвести Грузию от Европы.
Наверное, последний вопрос, поскольку я понимаю, что я должна вас отпускать. Соломея Зарубишвили. Мы помним, что Соломея Зарубишвили появилась на грузинском небосклоне, когда Саакашвили выиграл выборы. И я напомню нашим слушателям, что тогда Михаил Саакашвили выиграл выборы, по-моему, 96% проголосовало за него. Грузия была абсолютно распавшееся государство, то, что мы называем failed state. Здесь там не было власти, была ВРАВ. Дети голосовали на вопрос, кем вы хотите стать, девочки выбирали проституток. Это реальные были опросы, а мальчики выбирали воров в законе. Поэтому Михаил Саакашвили провел фантастические реформы в Грузии, но, конечно же, допустил огромное количество ошибок. Тем не менее, и тогда появилась Соломея Зарубишвили. Она сначала была приглашена в качестве, если мне память не изменяет, Катя, поправьте меня, Министр иностранных дел, да. Но они как-то не нашли общий язык с Саакашвили. Мы знаем, что Саакашвили многие не находили общий язык. Да. Тем не менее, и вот она стала президентом уже, когда Бензина Иванишвили, если память не изменяет, победил на выборах. Я тогда первая брала у него, кстати говоря, интервью. И непосредственно в Тбилиси. Так вот, теперь она себя абсолютно противопоставила, значит, официальной грузинской власти. Она призывает к протестам. Это очень мужественный шаг со стороны Соломеи Зарубишвили. Как вы объясняете, она готова к тому, чтобы уходить из Грузии, или у нее есть какие-то другие амбиции в Грузии? Вот объясните, что ее подвигло на такое резкое противостояние непосредственно с Бензиной Иванишвили? Мне кажется, что у Саломе Зарубишвили есть какая-то своя красная линия, и эта красная линия — это все-таки прозападный курс Грузии, потому что у нее есть свой бэкграунд. Вы знаете, что она является внучкой первого представителя первой республики, которая была изгнана во Францию, и, собственно, потом она выросла на этих Первой грузинской республики. Вы имеете в виду в 18-19 году, да? до советской оккупации. И она никогда не скрывала, что она всю жизнь мечтала занять пост президента, чтобы выполнить, скажем так, мечту, завет своего деда. И как бы для нее это еще немножечко про ценности, или, может быть, во многом про ценности. Ну и, конечно же, Саломе, по моим впечатлениям, она очень прагматичный такой политик, чего не хватает грузинскому спектру, профессиональный политик. Она все время как бы она пришла к власти с помощью Бензины Иванишвили. И если бы не грузинская мечта, за нее бы никогда никто не проголосовал. Мы помним на втором туре президентских выборов, когда она проиграла, скажем так, на первом, политтехнологи грузинской мечты, они поняли, что вместо билбордов Саломе Зарубишвили нужно по всей стране развесить билборды Иванишвили, Кобахидзе, Каладзе и других мужчин из грузинской мечты. И, в общем, потом Зарубишвили была избрана и, конечно же, есть вопросы по поводу честности этих выборов тоже. Но, тем не менее, Саломе Зарубишвили, по моим впечатлениям, она поняла, что что-то идет не так, и это очень грузинский контекст, который, наверное, я сейчас уже так быстро не объясню. Во время прошлых парламентских выборов, когда грузинская мечта стала разыгрывать еще одну карту, это что-то вроде возвращения земель, которые все еще не демаркированы с Азербайджаном. И тоже это очень было похоже по нарративу с нарративом «Война или мир». И тогда Саломе Зарубишвили каким-то образом всучили, видимо, в МИДе заготовку, которую она должна была засчитать в Азербайджане. И вдруг она поняла, что она оказалась такой профессиональный, уважаемый политик, дипломат, оказалась в самом центре вот этого скандала. Это был первый звоночек, когда Зарубишвили очень сильно обиделась на грузинскую мечту. И дальше шла эскалация. Сейчас уже их ничего не связывает. Зарубишвили несколько раз повторяла, что она пыталась говорить с Иванишвили, и он не выходил на связь.
Очевидно, что Зурабишвили сейчас готова взять на себя вот эту объединяющую роль, и она очень хорошо, кстати, у нее очень хороший имидж среди молодых грузинских избирателей, которых она поддерживала всю весну и весь прошлый год на акциях протеста. В общем, она сейчас такой консолидирующая такая фигура и для оппозиции, и для избирателей. И, конечно же, головная боль для грузинской мечты, потому что, несмотря на все попытки дискредитировать Зурабишвили, по последним опросам она была самым популярным политиком в Грузии, да, самым популярным политиком по Это опросам невероятно. перед выборами. И, конечно же, Иванишвили очень злится. Сама Зурабишвили не раз намекала, что хотела бы оставаться на посту президента. Но в Тбилиси сейчас активно муссируется версия о том, что, скорее всего, Иванишвили займет этот пост. Поэтому я не знаю, насколько я ответила на ваш вопрос. Мне кажется, я ушла. Спасибо. Для наших слушателей, поскольку в России полупрезидентская республика, ну, в России диктатура, вообще говорить о какой-либо республике трудно говорить. Я напомню нашим слушателям, что республика – это республика, вещь, которая принадлежит всем. Так вот, как мы знаем, в России ничего больше не принадлежит всем, принадлежит практически одному, так сказать, чекистскому клану и все. Так вот, объясните, пожалуйста, значит, как в Грузии выбирается президент? Раньше Сейчас будет выбирать специальная комиссия, да. Комиссия будет выбирать, она от парламента и как-то вот... То есть у вас президента выбирает парламент, так? Да. Но до сих пор Назначает. Саломе Зурабишвили была избрана все-таки прямым голосованием. Это были последние прямые голосования. Но после того, как она была избрана, было объявлено, что все, это были последние выборы президента. Теперь президента будет назначать парламент, ну не назначать, там, определять, скажем так. После того, как грузинская мечта одержала вот эту победу, так называемую, тут сложно сейчас нам ее называть абсолютно честной, совершенно очевидно, что они готовятся назначить и другого президента. Саломе Зурабишвили вообще очень интересная фигура. Я прекрасно помню, как после того, как она поссорилась с Саакашвили, и после того, как Саакашвили ее уволил, она пыталась стать одним из лидеров грузинской оппозиции, она выходила на акции протеста, и ее тогда высмеял весь грузинский народ. Сейчас, простите мне это обобщение. Нет, она выводила Тбилиси, она выводила хорошую такую большую да, но потом массу. появились вот эти видео, ролики, где Саломе Зурабишвили со своими призывами высмеивалась авторами этих роликов. И вот у меня в сухом остатке остались эти анекдоты про Саломе Зурабишвили. Особенно тогда над ней издевались в контексте отсутствия грузинского языка идеального у нее, потому что у нее скорее французский родной, и грузинскому она училась, и он у нее не идеальный, еще раз повторю. Поэтому в этом отношении звучало очень много критики. Действительно, она выводила какое-то число людей, но в итоге все это провалилось, и осталось вот это ощущение неловкости. А кто она вообще такая? Что она попыталась сделать? Что она сделала? Да ничего, она уехала обратно во Францию. Ведь Миша Саакашвили ее пригласил, собственно, когда познакомился с ней как с французским дипломатом. И она, кстати, была министром иностранных дел Грузии, когда выводились еще советские войска из этой страны, ну, российские. Российские военные базы. Да. Саломе Зурабишвили очень интересная. Она в своей ненависти к Саакашвили зашла так далеко, что, работая в ООН докладчиком не от Грузии, она умудрилась написать какую-то книжку про то, как Саакашвили в том числе ответственна за войну 2008 года, и за это ее очень много критиковали, когда она избиралась на президентский пост, и до сих пор ставили это ей в укор. Но вот последними своими действиями все-таки ей удалось развернуть общественное мнение в свою пользу. Да. И даже все забыли про то, что она до сих пор плохо говорит на грузинском языке, не всегда понятно изъясняется. Да, мне кажется, что сейчас она абсолютный лидер, и да, скорее всего, это ей большой комплимент. Когда истекает ее была срок? безнадежным политиком с точки зрения имиджа. Когда истекает ее президентский срок? Через несколько месяцев. Да, это не сразу. Это ноябрь, мне кажется. И что будет? Ничего, все, она
уезжает домой во Францию, значит. Не, может, она и не уедет во Францию. Это сейчас шутка, которая звучит на улицах Тбилиси, да? Когда уедет Саломе Зурбишвили, понятно, что в Париж, но на самом деле непонятно вовсе. Есть высокая вероятность, что она, если серьезно, есть высокая вероятность, что она останется и продолжит политическую борьбу. И да, будучи самым популярным политиком от оппозиции в этой стране, она, возможно, возьмет на себя роль как раз такого вождя этого иванишвилевского сопротивления. На самом деле, как бы ни развивались события, и что бы кто ни говорил о грузинской оппозиции, я, например, лично это мое мнение, прихожу к выводу, что Грузии необходим один какой-то потрясающий, эффектный, эффективный и обаятельный лидер, которого сейчас нет. Возможно, Саломе Зурбишвили должна на себя эту роль взять. Получится у нее это или нет, я не знаю, особенно как раз с учетом некоторых проблем с языком, и ей это правда ставит в упор, например, таксисты, с которыми я общаюсь. Уж простите мне такой пример. Она может претендовать на такую позицию фигуры, объединяющей фигуры, которая поведет за собой людей. Не знаю, насколько у нее это получится. Просто пока в Грузии нет Алексея Навального, Евгения Марковна. Здесь нет. Его нигде, к сожалению, нет. Это трагедия не только России, а всего постсоветского пространства, к сожалению. Да, такого человека здесь нет. И поиск такого человека ведется. Насколько я могу судить, он, конечно, необходим. По крайней мере, запрос на такого человека есть. Я понимаю, что это, конечно, не обязательно в демократических, европейских, в развитых государствах. Не нужен какой-то благородный, фантастически обаятельный лидер в современном классном мире, где уже все случилось. Дата туташки. Но здесь все еще запрос на такого человека есть, по моим ощущениям. Его нет, этого человека. Ну что ж, спасибо вам большое. Марта, если вы хотите что-то добавить, то, конечно же, пожалуйста. У вас, я прежде чем... Одну секундочку, Марта. Я только должна поправиться, что, конечно, Демократическая Грузинская Республика существовала с 1918 по 1921 год. Я совершила ошибку, извините. Не, я просто хотела добавить, наверное, к размышлениям Кати по поводу одного лидера. Мне кажется, что, может быть, Грузии уже нужно отходить от этой привычки верить и любить, и обожать до смерти одного лидера. Может быть, как раз вот это коалиционное правительство и спасет нас от наших же эмоций. Поэтому я как раз боюсь рождения нового лидера на политическом поле. Вот Бедзина, Миша, и пусть эта история закончится. Это мой запрос. Нет, это твой запрос, это отлично, но насколько эффективно в отсутствии такого человека оппозиция справится с задачей, вот я в этом сомневаюсь. Запрос части очень маленькой общества, таких как Марта Ардашвили, он, конечно, понятен, но это маленькая часть общества. Что ж. Михаил Саакашвили по-прежнему в тюрьме, так? Да. В тюремной больнице, да. В тюремной больнице. Понятно. Ну что ж, я благодарю Екатерину Катрикадзе, которую вы ежедневно видите в эфире телеканала «Дождь», пожалуй, единственный СМИ, который нас всех объединяет в диаспоре, в той диаспоре российских и русских эмигрантов, которые вынуждены были покинуть страну после начала этой агрессивной войны, полномасштабного вторжения России в Украине. Я благодарю Марту Ардашвили, правильно? Да, Ардашвили. Извините. Ардашвили, главного редактора и одного из основателей грузинского онлайнового медийного проекта «Сова», который пишет о политике и экономике Грузии, за то, что они приняли участие в этой передаче. И давайте постучим по дереву и будем надеяться, что грузинская мечта, в смысле мечта Грузии о том, чтобы стать частью большого европейского мира и быть демократической страной, тем не менее, чтобы она состоялась без грузинской мечты. Всего вам доброго, до свидания, спасибо, услышимся через неделю, пока.